Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, понедельник, 14:30. Самое время поговорить о шахматах, я считаю. Бросайте работу, все равно ничего толкового не получится. Мы продолжаем сегодня с Владимиром Борисовичем Крамником, 14-м чемпионом мира, рассматривать, анализировать, обсуждать его матч за шахматную корону с Вишванатаном Анандом, который состоялся в 2008 году в Бонне. Он как раз начался в октябре, может быть, даже вот буквально 14-15 была сыграна первая партия. Предыдущий наш эфир был посвящен подготовке к этому матчу и всем событиям в шахматном мире, которые предшествовали этому матчу, начиная с 2006 года, с матча, объединительного матча на первенство мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым в Элисте. Владимир, добрый день. Добрый день. А я не слышу. Вот слышу. Ну что, Володь, значит, подготовка у нас, так скажем, была не оптимальная. Не оптимальная, Да, так мы поняли. да, и Да. в принципе считается, что за несколько дней до матча надо уже бросить заниматься шахматами, вот это по ботвиннику, да, хотя бы Ага. несколько дней уже перегрузиться, посмотреть фильмы, погулять и, в общем-то, потом со свежей головой окунуться в матч, да, но, в принципе, я занимался постоянно, потому что, как бы, идей не было особо, как я уже говорил ранее, и они, в принципе, и не возникли за эти дни. Последний перед Мгм. матчем, так что, в общем, так я был довольно загружен, был в довольно таком состоянии тревожном, но, тем не менее, играть же как-то надо. На первую партию я вышел, одна идея у меня была, по крайней мере, на одну партию. Но она сразу все показала, как бы первая партия на самом деле была очень разочаровывающая, даже не результатом, потому что я играл белыми, ну, обычно и, в принципе, такая стратегия часто в матче, что первую партию ты хочешь немножко подавить, так, Мгм. без риска желательно играть, войти в игру. То есть то, что была ничья, довольно бесцветная, это было не так печально, сколько то, что самые мои худшие, так сказать, прогнозы оправдались, то, что Виши действительно подготовил Миран, и то, что он подготовил очень хорошо, и то, что эта идея нивелирована, потому что, ну, она бывает такой, что идею можно хотя бы 2 раза применить, но тогда, Мгм. как бы после этой партии я понял, что я ее больше не применю, и у меня осталось пол идеи после этого. Если Мгм. было до матча полтора, теперь осталось пол, и иллюзии о том, что будет какой-то другой дебют, они тоже испарились. Да, и, в общем, было очень неприятно эта партия для меня, честно Мгм. говоря. Ну что, давай ее тогда включим, посмотрим. Да, да, там не очень много всего происходило, прямо скажем. Да, Да, вот, да. ну, конечно, да, была надежда, что все-таки Виши подготовит другой дебют к матчу, но он подготовил Миран, как я Мгм. и ожидал. И вот я, как говорил в предыдущем нашем выпуске, подготовил на одну партию разменную славянскую, потому что, да, конь c3, cd теперь и слон f4. Потому что Виши, у него было мало тут опыта, и он играл в основном, насколько я помню, систему конь c6, Мгм. e3, как и было в партии. Ну Мгм. да, здесь конь 6, e3, и он а6 играл. Это такая надежная, крепкая система. А6, слон d3 белые играют обычно. Слон g4, конь ge2 и так далее. У него была партия какая-то древняя на эту тему. Ну, я нашел какие-то идеи за белых, то есть при очень точной игре черно уравнивать, но здесь какие-то идеи были. Подавить, в общем-то, я Мгм. собирался. Поэтому, а если бы он это подготовил и повторил, может, я бы еще раз бы так сыграл. Но он сыграл систему со слон f5, она самая жесткая. Мгм. Он до матча ее не играл, и я тоже считал ее самой лучшей, и, в общем, ничего тут не нашел. Ну, вот один из показателей, я сыграл конь f3. На самом деле, потом, уже после матча, очень популярно стал ход ферзь b3. То есть Мгм. это, наверное, единственная возможность здесь за белых бороться. И, кстати, она не такая уж безобидная. То есть обычно черный играет конь а5 здесь, ферзь за 4 шах, слон d7 и отходят ферзем чаще всего на c2. И, Мгм. кстати, до сих пор еще ведутся дискуссии здесь. Не так просто черными уравнять. Но в то время компьютер считал, что у черных ни одной проблемы нет в принципе здесь.
На самом деле все не так просто, то есть тоже вот не хватило какого-то творческого потенциала здесь покопать, потому что на слон f5 это, пожалуй, единственная линия, которая что-то может дать, но вот, да, ну я имею в виду слон f5, нет, здесь-то нельзя, потому что висит слон, Да. но имею в виду, да, вот в этой позиции. Ну, я как бы вот не накопал, с другой стороны, я все равно готовил на одну партию по большому счету, и по большому счету против а6, но все-таки это уже показатель того, что вот не удавалось находить свежие какие-то идеи. Я просто сыграл по теории. Я посчитал, что ну сыграет А6, там я неплохо готов, сыграет слон F5, ну что, пойду по теории, вдруг что-нибудь забудет, перепутает. Но, в принципе, конечно же, он не забыл, не перепутал, и он четко очень уравнял по ферзь b3. Ну, тогда это еще было не так много партий, сейчас уже там стерилизовали практически полностью уже эту систему. Тогда еще какие-то были зацепки, вот сыграл, видишь, слон b4, слон b5, в принципе, здесь и взятие на c3, ладья c8, наверное, уравнивает, по-моему, как-то так тоже можно уравнять, насколько я помню. Но он сыграл самое жесткое, да, он сделал, по-моему, рокировку сначала. Да, слон бьет c6, это теория, слон бьет c3 шах, ферзь бьет c3. Ну и тут после bc, конь e5 там какие-то опасности, но он сыграл, да, тут еще какие-то могут быть опасности за счет структуры, хотя тоже, может быть, по темпам черные успевают уравнять. Но он сыграл ладья c8. Это еще не было тогда стерилизовано. Тогда как бы еще вот конь e5, тогда еще не было вот какой-то четкого понимания, как черным здесь уравнивать. Но он конь g4, это очень жесткое уравнение. Все это было исполнено быстро, видишь, да, и опять же, вот я говорю, что меня навело на мысль, что он, если он настолько хорошо готов в боковых линиях, это значит, что это дебют на весь матч. То есть я это понял сразу, потому что если это дебют не на весь матч, обычно, ну, какие-то совсем такие боковые линии не так уж ты хорошо анализируешь, а тут вот такая четкая разработка, ведущая практически форсированной ничьей. Это говорит о том, что, в общем-то, я все понял, что меня будет мучить Мираном не одну партию. Да, ну и вот тут, ну, единственное, что белые как-то здесь могут забрать пешку, да, как я и сыграл, как там было в партии. Взял, и ферзь b4. Да, и здесь, если bc, то, как ни странно, белые еще могут давить за счет структуры, там где-то может быть слон d6, слон c5 перейду, пока рокировка, да, потом, ну вот как-то немножко еще давление, но вот это жертва пешки временно, ну, не временно, а вообще постоянно жертва пешки, ладья бьет c6 сыграл, видишь? Да, это очень четко. Ферзь бьет b7, ферзь c8. У меня тоже это в подготовке было, но я считал, ну хорошо, заберу, рокируюсь, ну пешка какая-то, конечно, вялая совсем, понятно, что, но все-таки пешка. Все-таки. Но по большому счету, то есть, в принципе, шансов здесь на выигрыш практически никаких за счет того, что линия С все-таки у черных. И как там, видишь, дальше играл, то есть достаточно четко, спокойно сделал ничью. Опять он сыграл. Здесь. Опять, на всякий случай, чтобы не давать пешкам продвинуться. Но на самом деле у белых, по сути, нету плана. Да? Очень сложно придумать, как эту пешку практически невозможно в проходную организовать. И это за счет линии С, и причем постоянного при случае размена всех ладей ничьей в этом разноцвете. То есть, в принципе, шансов здесь мало. Я что-то попробовал, я сыграл как-то f3, да, кажется, слон ушел. Какого-то, да, как там дальше было, ладья Е1, какого-то конструктора я не видел, я посчитал, может быть, попробовать Е4, как-то подскрыть позицию, но тоже, в общем-то, это немного дает в этой позиции слон G6, да, как-то я, что там дальше было, B3, да, F6. Ну, ход все равно полезный, F6, и где-то я начал Е4 проводить за счет того, что ну, вообще непонятно, как мне играть на выигрыш иначе. То есть черных масса полезных ходов, там король F7 и так далее. Я решил, пока я могу Е4 пойти, ну попробую, но опять же здесь, да, здесь в принципе кажется, что при случае еще пешка какая-то, да, так нет ощущения, что совсем ничья, но на самом деле совсем ничья, потому что... А ладьи да, не вот поменять никак, да? На Е4 будет висеть все время. Ну, даже если поменять, чаще всего ничья, но еще и на Е4 висит. Да, ну как-то он очень быстро начинает пристраиваться к атаке пешек. То есть моя какая-то идея попробовать d5, d6 провести, но я просто ничего не успеваю по ходам. Потому что ладья d8, пешку я должен защитить, опять напал на все. Да, снова напал и как-то, ну вот там
d5 какая-то возможность как-то пешку куда-то, но это все в никуда. Черные могут и e5 пойти забрать на a2, то есть это там еще пешка e4 слабая, как бы хуже не получить. Поэтому ничего я тут не придумал и невозможно было придумать. Компьютер вообще ее оценивает как равную, по сути. Что я там сделал? Да, я как-то попробовал e5 пойти. Взял. Ну, по-моему, это я уже практически на ничью, да, уже, в принципе, практически форсирую ничью. Ладья 1, размен, ну, какие-то полуловушки, скажем, если черные там, да, как сыграл Виша, я уже не помню. Ладья d5. Ладья d5, да, там на ладья c1, ну, у меня, конечно, если ладья зайдет на седьмую, за счет слона на e5 какие-то есть еще зацепки, но она не заходит просто на седьмую. Да, то есть ладья d7 и как-то все разменивается. Ладья c5, ладья a7. Да, минимальная точность от черных требуется. Да, здесь сейчас черные хотят перевести слона на d5. И ну, какая-то точность от черных потребовалась. Но, конечно, эта точность ну, для игрока уровня Ананда это не бином Ньютона, скажем так. И, в принципе, черные уже грозят перевести слона на d5, поэтому я просто форсировал ничью здесь. Да, и в общем получилась такая довольно бесцветная партия, но ну, так бывает, да, то есть подготовка черных была мощной, в общем-то он показал уравнение в редкой линии, в которой еще не было такого совсем четкого уравнения показано, ну, в общем, да, то есть я понял, что что-то надо делать после этого. Вот, а ее редкая линия, это вот имеется в виду со слон f5 редкая, да? Нет, имеется в виду разменная славянская, вообще как бы она считается довольно безобидной, но и как бы дело в том, что психологически многие, ну, слон f5 надо все-таки изучать много форсированных линий, поэтому часто, ну, раз такая линия не очень опасная, ну, а6, поэтому так многие, я сам играл, кстати, а6 много, ну, просто а6 и крепкая позиция и играем, да, зачем изучать какие-то форсированные линии, а после слона f5 все-таки они есть, когда можно сыграть крепко, без больших теоретических знаний и позиция, ну, близко к равной. То есть вот поэтому на это был расчет, что тут все-таки она может быть не полностью равная, но я говорю, что вот я понял, что если вот такая жесткая постановка дебюта, что даже на боковую линию очень много запоминается форсированных вариантов, чтобы четко сделать ничью, говорит о том, что да, в общем-то, все это серьезно. И, ну, опять же, голову посыпать пеплом, конечно, не стоит после этого, но неприятно. Первая партия неприятная. Именно тем, что, в общем-то, оружия у меня осталось еще меньше. После этого. И вторая, первый ход d4. Честно говоря, меня это скорее порадовало, потому что я, опять же, вот повторюсь, что в русской у меня были проблемы, то есть я не могу сказать, что я чувствовал себя очень комфортно, если бы он весь матч играл e4. И я, кстати, в принципе считаю, что d4, ну, не думаю, что он правильно подготовил d4. Я думаю, что он бы больше добивался, играя первым ходом e4, на самом деле, но как бывает, ну, то есть не то, что правильно-неправильно, это вопрос выбора, но я считал, что d4 я все-таки играю обоими цветами, во-первых, я хорошо знаю эти позиции, во-вторых, сильно много не получишь после d4, то есть, с одной стороны, это, конечно, сюрприз, ну, иногда ты же делаешь такие вещи, даже в первую очередь, чтобы освежить себя, да, даже. Может быть, ему просто надоело это надоело e4, то есть не факт, что это, не всегда это под соперника. А иногда это больше именно под себя, потому что вот какие-то новые позиции, с большим интересом их изучаешь, да, как-то больше драйва. Может быть, я не знаю, мне стоило e4 играть в этом матче белыми, просто чтобы себя взбодрить, да, чтобы какая-то свежесть. То есть, может быть, Виша это сделал для того, чтобы вот какой-то интерес снова, да, то тоже все-таки уже возраст и шахматы давно играет, то есть не исключаю, что это было под себя сделано, а не под меня, потому что объективной большой причиной играть со мной d4, когда у меня после e4 довольно узкий репертуар, не такой уж bulletproof, как говорится, и ему по стилю e4, потому что игра очень такая, ну, он всю жизнь играл, счетная, часто динамическая. Но так или иначе, поэтому я d4 не опасался. Немножко я готовился к ходу d4, но, честно говоря, не очень много. Не думал, что он вероятный, не очень опасался его. Ну, я сыграл конь f6, да, c4, e6, защита Немцовича, конь c3, слон b4. И вот в этой партии Ананд играет f3 вариант такой сам. Он подготовил, как мы потом увидим, много разных вещей после d4, конь f6, c4, e6. Притом
это, наверное, самое острое из всего того, что он подготовил. Ну, интересно, что он применил это сразу, вот в первой же партии белыми. Мгм. То есть, мне кажется, его подготовка была в том, что белыми он подготовил почти все, понемножку почти все, и дальше он выбирал, пытался меня каждый раз новой системой удивить, и при этом, может быть, ждать, посмотреть, где он меня пробьет, что называется, да, где возникнет у меня проблема. И, ну, почему он выбрал именно F3 для второй партии, сказать сложно, потому что все-таки система очень обоюдоострая такая, то есть, да, очень обоюдная, потому что потом он играл, на самом деле, в намного более солидные системы. Может быть, он по счету действовал, может быть, он после того, как, забегая вперед, выиграл, повел +1, он начал уже играть более спокойные системы. Тут сложно сказать, но так или иначе F3, да, в тот момент она как бы считалась система не сверхопасной, очень острый, но не сверхопасный. Володь, Да. извини, пожалуйста, у меня такой вопрос по ходу возник. А вот как на матч, когда вот я заметил, есть две стратегии подготовки к матчу. То есть бывает, что человек готовит, ну, условно, там, 2 дебюта за цвет и очень глубоко, очень как бы по всему периметру, как говорил Гарри Кимыч про Грюнфельд в матче с тобой. А бывает так, вот как Лека с тобой в Брисага, как бы на каждую партию новый дебют, новые линии. Вот от чего это зависит, выбор стратегии? Это, я думаю, что не знаю, это зависит от тебя, от твоего соперника, от конкретной ситуации, но во многом от того, сумел ли ты найти объективные проблемы в дебюте, да, потому что если, ну, ты играешь в защиту Немцовича, такой дебют, все-таки объективно-то у черных все в порядке, там уже не один десяток лет, поэтому упираться в одну систему, то есть ты понимаешь, что подготовить всего одну, это опасно, потому что ты можешь упереться в стену. Соответственно, обычно ты уже тогда, а сейчас тем более, уже тогда были проблемы у белых с нахождением перевеса, в принципе, и поэтому логично готовить несколько каких-то, но для этого нужно, чтобы были идеи, да, в каждом дебюте были какие-то идеи. Если их нет, ну ты что, ну выйдешь, сыграешь по теории, сделаешь ничего, уйдешь, человек же, соперник знает теорию, поэтому тут очень важно в этом... Как бы подход тоже, он не всегда определяется до начала подготовки, иногда после. То есть находишь идеи, ты хотя бы на одну партию выходишь, а если нет, то нет. Вот как бы, но, видимо, у него было намного лучше и самому, и команда находила идеи новые, и это будет видно потом по матчу, когда будем смотреть дальше партии. То есть у него очень много было идей, у меня было их, ну, там, 0,2, да, и вот это очень была большая разница. Но, в принципе, в данном случае, в данной партии я получил абсолютно адекватную позицию, то есть я все-таки за счет Немцовича играл много, и черными тоже хорошо готов, за счет Немцовича был. Да, я сыграл такую линию, которую раньше не играл, c5, это самая такая главная линия, cd, у белых практически нет выбора здесь. Комбит d5, dc, это единственное, чтобы за что-то бороться. И я раньше здесь, по-моему, ферзь за 5 играл линию. Ну, тоже она крепкая, но там какие-то идеи у белых есть все-таки. А здесь я сыграл линию с f5. С f5, и, наверное, вот Виши тоже, может быть, он на одну партию-то подготовил конкретно под ферзь за 5 что-то. А f5, ну так, теорию немножко знал. В принципе, сейчас какие-то возможности побороться белыми за перевес найдены. Не то чтобы какой-то четкий перевес, но какие-то возможности найдены. Но он, скорее всего, подготовился вот так, да, что на ферзь за 5 очень, очень плотно, а на остальное просто вот так, чтобы хуже не получить. И, в общем-то, я достаточно комфортную получил позицию. Вот тогда вот это ферзь c2 был ход. Сейчас, по-моему, как-то уже по-другому пытается играть в этом варианте. И как c2 это e4 готовим, да? Да, готовим e4, потому что сразу e4 там нельзя, потому что взял и ферзь 4 шаг, подготовка хода e4. По-моему, сейчас какие-то ферзь d3 появились ходы. Да, то есть что-то вот, ну, много ходов разных есть. Но ферзь c2 это один из основных был ходов тогда. Как-то там конь d7 или как-то я сыграл. Да, конь d7, e4. e4, fe. И конь f6. Да, и конь f6, да, вот эта линия, и черные хотят забрать на c5 конем, вот какой-то ход c6 здесь тоже теоретически, просто чтобы чуть-чуть структуру подпортить черным, да.
bc. Вот это теоретическая позиция. Ну, она, в принципе, не опасная для черных. Конь f3. Ну, развиваться надо. Честно говоря, я ее просто считал не опасной и не анализировал особенно, но ее и нечего анализировать. Черный, в принципе, здесь нормальную игру получает разными способами. Но позиция рваная. Вот он, видимо, все-таки больше характер игры хотел получить, да, вот свой, потому что она рваная, какая-то странная, очень странная пешная структура. У белых, конечно же, есть два слона. Если они разовьются, то два слона будет два слона, особенно чернопольный слон. Но у черных некоторое преимущество в развитии, и, в принципе, проблем, в общем-то, нет за счет того, что они, конечно, используют это преимущество в развитии. Я сыграл ферзь за 5 здесь. По-моему, еще теоретический ход конь g4 тоже вполне нормальный. В целом позиция равная. Да, еще такой вот какой-то ход есть. Равная, но вот такая, она очень счетная. Да? То есть здесь рукой лучше не играть, лучше все-таки варианты считать. С другой стороны, правда, не один путь к уравнению у черных есть. И я, наверное, в какой-то момент немножко начал перегибать палку. И при случае пытаться играть на выигрыш эту позицию, потому что у черных, конечно же, тоже есть перспективы какие-то, потому что кони прыгают, слонов, если поменяю белопольных, где-то поля там какие-то, то есть все достаточно такая позиция, хоть и равная, но обоюдоострая, не такое равенство, где без шансов на выигрыш. Слон d2, ну иначе черные на слон e2, слон a6 бы сыграли просто. Да, поменяли слонов и, в общем, ну, точно ни одной проблемы. Поэтому слон d2 сыграно для того, чтобы на слон a6 играть c4, не давать поменять слонов. Потому что у белых, по сути, единственное преимущество позиции именно в этих двух слонах пресловутых, а другого преимущества нет в позиции. Ну, вот здесь я, честно говоря, не помню. Вместо хода слон a6, в принципе, можно просто рокировку сделать. Вместо слона a6 рокировка и, скажем, слон e2. Такой вариант логичный. Слон а6 теперь сыграть. c4, опять же, надо уходить от размена слонов. И ферзь c7. Ну и да, на c7, например. Позиция, по-моему, просто нормальная, равная. Да? То есть просто белым сложно успеть закончить как-то развитие. На рокировку конь g4 довольно неприятный какой-то ресурс. Ну, то есть, по-моему, насколько я помню, компьютер вот здесь дает равенство, причем не одним путем. Такое вот железобетонное, просто равная позиция. То есть, и вот мне сложно сказать, то ли я вот начал вот как-то играть по весу слишком, не считая варианты, то ли я как-то хотел все-таки на выигрыш пытаться играть, мне нравилась моя позиция. Но я начал что-то как-то очень рискованно здесь играть. То есть я сыграл слон а6, c4, ферзь c5. Вот я как-то уже начал пытаться не давать ему закончить развитие. Вот. И опять же, говоря об этом разговоре о короле, да, то есть у белых, конечно, король такой странный, он стоит в центре, и его довольно сложно эвакуировать. И вот тут, наверное, тоже сказалось вот это мое не самое лучшее чувство короля. Да. То есть здесь в данном случае короля соперника. Я посчитал, что с таким королем в центре, в общем-то, белые рискуют, да, что можно при случае и хуже получить белыми. На самом деле нет, это не так. Но с другой стороны, это могло бы так оказаться, поэтому, в принципе, мое решение логичное. Да? Я, в общем-то, пытаюсь на перехват играть. Ну и опять же, повторюсь, особенно учитывая ситуацию, которая, наверное, в голове сидит, что у меня белыми все равно ничего нет. А вдруг черными удастся зацепить? Да, ну вообще здорово. То есть тут шанс получился, я уравнял это, я понимал, я получил нормальную позицию. И такая, где при случае можно белыми с этим королем в центре-то и подзастрять. Поэтому где-то я начал тут... Рисковато, да? Да, чересчур. Резко играть, причем слон d3, но вот конь g4, да, это безусловно игра на выигрыш, не совсем адекватная. Но, скажем так, вопрос в чем, что вот эта динамическая позиция, вообще мы увидим в матче, конечно, Виша намного лучше меня просто считал варианты, начнем с этого. Потому что, в принципе, в этом есть логика, вот в том, как я сыграл, но только надо было далеко, глубоко и точно посчитать варианты. А вот на это я был в матче не способен. Ну или, по крайней мере, Виши делал это намного лучше в матче, потому что, конечно, вместо конь g4 у черных, ну, например, есть ход конь e5. Хорошо, спокойный, уравнивающий, без каких-либо проблем. Размен на e5, слон c3, ферзь c5. То есть белым по-прежнему сложно как-то с королем что-то придумать. Ну и вот, например, какой-то такой вариант идет слон b4.
Ну, ферзь Е3 шах, ферзь Е2, как-то ферзь d4. Ну, то есть по-прежнему, потом где-то на ладья d1, наверное, где-то c5 пойду. Ну, в общем, равная позиция, но видно, что проблем черных быть особо не должно. То есть, ну, какие-то Все в два игре. слона, с другой стороны король подзастрявший, ну, как одна из возможностей, да. Причем не только, можно и сразу рокировку сделать, тоже не понимаю, почему я так не сыграл, 16-я рокировка. Вот, рокировка, ну, слон b4, надо же короля как-то эвакуировать, слон b4, ферзь e3 шах, то есть черным-белым надо меняться, ферзь e2, разменялся на e2, король бьет e2, c5 просто, слон a5. Ну, у белых какие-то номинальные два слона, но слон b7, черные очень быстро начинают нападать на эти центральные пешки, и тоже кони там, да, кони опасные, то есть здесь компьютер считает, и в принципе действительно правильно, я не вижу, что еще можно сделать, что надо просто повторять ходы, ходить король e3, конь g4 шах, король e2. Ну и он считает, что у черных сильнейший пойти конь f6 и сделать ничью. То есть, в принципе, ну, то есть проблем у черных вообще никаких. То есть, меня что-то вот понесло, Остапа понесло куда-то, я конь g4 сыграл. Мат пошел Да, ставить. ну, да, ну, ход очень принципиальный, конечно, слон b4, довольно форсированный вариант. Ферзь e3 шах, ферзь e2 и 3-0. Да, то есть я как бы вот очень... Это, конечно же, игра на выигрыш. 3-0. Но она действительно выглядит, если варианты глубоко не считать, она, наверное, выглядит интересно, потому что как-то я начинаю динамик, какой-то слон подвисает на d3, но лучше в матче на первенство мира варианты все-таки глубоко считать. Совет можем дать. Да, я, наверное, здесь что-то вот недооценил, каких-то вещей, вот, возможно, того, что сделал, видишь, он взял на e3, здесь конь бьет e3, король f2, такой заход королем. Я его, очевидно, недооценил. Конь g4 шах, король g3. О, как он перестроился красиво. Да, то есть выход королем. Но вот я говорю, вот эта разница в том, что у Виши очень сильное чувство короля, да, вот очень хорошо играет с плохим королем. Да, и хотя тоже, честно говоря, на вид кажется, что ничего особо нет, но вот, например, как ни странно, какие-то возникают проблемы. Например, на ход конь g5. Да, самый такой логичный. Вроде напал на слона, напал на пешку c4. В чем вообще проблема? Неожиданно после ладья hd1 компьютер считает, что проблемы есть. Это очень странно, это совершенно так не выглядит, но они действительно есть. Как-то черные поля, в общем-то, ослаблены. Подожди, если я побью на d3? Ну, ладья бьет d3, да. Слон c4. Как-то удивительно, на взятие там что-то ладья c3. Ладья c3 начинает подвисать, все, на конь b6, конь e5, как-то все подвисает, и на слон b5, a4, вот какая-то динамика, и здесь опасно очень. Так да. можно Ну, быстро то есть там как-то, то есть, ну, там нет, здесь слон b5, конь f7 вообще, а вот если вместо конь b6, слон b5, то тогда a4. Да, вот здесь, да, то есть слон b5, a4, конь d4, там какое что-то все висеть начинает. Да, поэтому, в общем-то, да, но действительно уравнение еще было ходом c5, таким непростым, надо сказать, непростой ход. Но опять же, он непростой, но вариант, ну, вообще-то можно посчитать, да, варианты. То есть все-таки уже надо напрячься, но вот что-то у меня вот эта динамика, неточная какая-то игра. То есть слон a5, например, ну здесь вроде c5, ну компьютер считает, что еще держала равенство. Слон a5, конь b6, как-то, потому что у черных тоже все висит. Слон b1. Какой-то очень сложный вариант, какая-то безумная позиция. Конечно, это игра Ананда. Вот такая игра, это его игра. Не моя, да. Конь Е3, ладья С1. Какая-то очень такая рваная, да, пешка висит, не висит на С4, не конь куда-то на Е5 запрыгивает. Король какой-то неприкаянный на G3. То есть очень слон на B1 с ладьей на А1. Но вот компьютер считает, что здесь после сильнейшего хода король B7 позиция, ну, более-менее держится. У черных так близко к равенству он читает. Но игра, вот это Ананда, вот это анандовская игра, динамика, все что-то прыгает, фигуры какие-то странные, надо много считать вариантов. Тут он, конечно, меня сильнее, и да, и чувство у него лучше, и считает он поточнее. Да, и я вот сыграл конь df6, на самом деле, в этой позиции вместо этого. И я думаю, что, конечно, я подзевнул,
точнее даже вот не поверил, что ли, да, вот, что ход слон b1 такой неожиданный. Причем он единственный, чтобы на что-то претендовать. Ну, как-то вот я, видимо, издалека, еще играя конь g4, дошел до этой позиции, считал, что, ну, у белых опасно, там же король какой-то, как бы мат не получить королю, где-то на c4 висит, на e4, у черных коней прыгают, ладьи на h1, на 1. То есть вот, честно говоря, так внешне кажется, что черные перехватить могут, да, при случае, а в действительности у белых после слон b1 белые давят. Первый момент в партии, когда у черных проблемы возникают, вот, ну, да, то есть это Чудеса странно, какие-то. не выглядит так, абсолютно не выглядит, но это так. Ну, это так, и тут я как-то начал тоже задуматься. Правда, надо сказать, что Виша очень много времени тоже тратил Мгм. в этой партии, что мне помогло в конце. Я сыграл h5, да. Ну, как бы я уже начал на короля играть, h5 логично. Ну, правда, я не знаю, у Виши же дело еще в том, в чем. Дело не только в счете его. На самом деле я замечал, бывало, что с ним после партии какой-то анализируешь, Ага. он не так много-то видел вариантов. Я иногда замечал, что в какой-то счетной игре я больше его видел, но Ага. у него, я потом понял, то есть у него интуиция невероятная. Он просто Мгм. интуитивно чувствует позицию, то есть он не так много считает. Для меня позиция вот, но я не чувствую вот эту, да, она кажется, я без расчета вариантов не могу сказать, в чью пользу она. Мгм. Вот не понимаю, потому что может белых, может черных, как получится. А вот у него, видимо, это вот чувство, поэтому я не уверен, Мгм. что он все это видел издалека, там слон b1 и так далее, но видимо, он как-то лучше меня почувствовал, что позиция у белых точно не хуже, а может быть лучше. Вот я во время партии считал наоборот. Я считал, что у черных точно не хуже, Мгм. ну, когда играл конь g4 здесь, а может при случае перехватить. Вот он точнее оценил, а ходы уже нашлись. Если ты правильно прочувствовал, ходы-то находятся. Потому что у Мгм. белых серия единственных ходов на самом деле. Причем она уже очень давно длится. Это серия единственных ходов, чтобы за что-то бороться, но она Мгм. находит, все эти единственные ходы находятся. То есть h3, да, h3, h4 шах, конь бьет h4, конь e5. Ну, вот как-то там пытаюсь прыгать, вроде кажется, все-таки еще какая-то есть игра, но вот чуть-чуть не успеваю. Конь f3 сыграно. Хотя, опять же, вот у черных такое преимущество в активности фигур, вроде бы, да, потому что у белых все-таки какие-то ладьи еще не развиты, слон на b1. Шахматы, да, Но шахматы почему-то, странная игра. У тебя линия, у него ладьи не соединены в эндшпиле, да, значит, у него они на исходных позициях. Единственная нормальная фигура у него в целом слон на b4 такой. А так в да, целом, это а у тебя все единственное, фигуры все хорошие, остальное. да. У меня Да. все в игре, и я поэтому издалека считал, ну окей, должна быть, ну как минимум достаточно компенсации, но ее нет, нам удивительно, но ее нет. Да, то Чудеса есть какие-то. и конь h5 шах, да, вот эта позиция, король ушел, король f2, король что-то бегает по всей доске, какая-то ерунда. Конь f3, король f3, и кажется, что у меня Всё. столько идей, ресурсов, там по линии f, где-то ладья 6, ладья вроде и на мат могу поиграть, и прыгать, но ничего, просто хуже у черных здесь оказывается. Да, я сыграл Е5, да, коня на Е5. F4, ладья С1, конь F4. Честно Мгм. говоря, вот здесь я во время партии, то есть и мне не то, чтобы мне сильно нравилось, что происходит, но у меня еще не было четкого понимания оценки позиции, потому что у черных же есть ресурсы, и конь d3, и конь e6, конь d4 шах. Мгм. Да, какие-то там конь e6, c5, переводы. То есть вполне возможно, что у Мгм. черных просто достаточно компенсация. Очень сложно было понять, но серии очень точных ходов, которые, ну, отчасти повезло, что они находятся, потому что она легко Мгм. могла оказаться и не лучше у белых. Но просто вот все время у белых темп в темп все находится. Ладья А2 нашелся ход, ну, ладью начинаю переводить. Мгм. И как-то здесь, да, ну вот конь d3 я начал как-то пытаться. Ну, вот в этой ситуации, когда Подменять. время уже не так много, ладья c3, конь f4 как-то так. То есть, да, в этом была идея, что дисгармонию внести, где-то ладья d1, ладья f1 хочу перевести. То есть, Мгм. м, вот как бы в этой ситуации как бы уже немножко такая хаотичная пошла игра. Я понимаю, что я имею в виду с точки зрения того, что игра на тактику отчасти. Ну, кстати, это на самом деле, видимо, правильно. То есть я тоже не так плохо играл. Вот Мгм. неудачное было решение на конь g4 пойти, а здесь, то есть, на самом деле, например, вот ладья f2 ход логичный. Может быть, он был и сильнейшим, трудно сказать.
Ладья F2, ну как-то ладья H6. Вот я начинаю, вот одна А из в чем идей. смысл ладья F2 Ну, у меня ход? же на линию F пока не. Ладья F2, ну просто как-то развиться, слон C2, король G3, да, вот как-то М, мгм, скоординироваться просто. мгм, мгм. Да, ну вот как-то ладья H6, например, и не так все просто вот после ладья H6. Наверное, у белых лучше, объективно, но Ой, позиция да. сохраняет напряжение. Где-то я хочу ладья F6, там где-то ладья на D1 пытается влезть, Мгм, то есть на слон C2 может конь E6 какой-то ресурс. Все не так просто. То есть, опять же, когда ты видишь компьютерную оценку, а она там может быть 0,7 для белых в этой мгм, позиции, мгм, тогда это может быть более очевидно. А когда ты играешь партию, ты же понимаешь, что вдруг запрыгают фигуры, там c5, конь d4, ладья f6, ладья f8, и все мгм, что угодно может быть. Но вот, ну, видишь, сыграл слон c2, мгм, и здесь я сыграл неудачно, да, здесь я начал, чуть-чуть поплыл, но, правда, было не так много времени. Здесь, кстати, компьютер говорит, что, как ни странно, он считает, что ладья f2 было посильнее, а здесь он почти уравнивает ходом ладья h6. Он считает, что почти равная позиция. Тоже трудно понять, почему. Мне это, конечно же, не, конечно, ход логичный. Мне он не нравился тем, что слон переходит на g5. То есть слон e7 следует. Мне это, конечно, не нравилось. Слон мгм, e7, ладья d7, слон g5, ладья g6, h4. Мне очень не нравилось, что слон перейдет на эту мгм, диагональ, и короля прикрывает как-то. мгм. И почему-то здесь после очень точного хода, вот угадайте с 3 раз, что называется, король c7. Я не знаю, почему король c7. Но почему-то король c7 сильнейший ход здесь. И компьютер считает, что у белых не такой большой. Ну, может, там 0,3, 0,4 у белых. Почему король c7, что король c7, не знаю. В общем, очень странная игра, честно говоря, сложная. Но я как-то по-человечески сыграл на слон c2, конь e6. Ну, так, особенно близко к цейтноту, это логично. Ты хочешь Мгм. c5, что-то там. Он король g3. Да, и здесь, конечно, я неудачно сыграл, но на самом деле это было связано с чем? Здесь надо было сыграть c5 сначала, и уже на ладья опять слон d4, А ладья d4. в смысле, да, ладья d4. Но была ситуация, я помню, у меня оставалось минут 5 в этот момент, у Мгм, Виши, кстати, минуты 3 всего. У Виши мгм. всего минуты 3. Ходов еще много надо сделать, Четырнадцать поэтому я второй ход, понимал, что у да. меня уже хуже. Да, Мгм, то есть пока у меня уже хуже, но еще не так все однозначно, да. Еще какая-то вроде как борьба, какая-то динамика есть позиция. И самое главное, и вот я заметил, это меня, кстати, и сыграло злую службу. Честно, Виша безумно нервничал, безумно мгм, просто. То есть я вот за последние пару ходов, которые он сделал, я просто видел, у него дрожали руки. То есть он делал ход, и у него вот мгм, тряслась просто рука, когда он брался за фигуру. мгм. И я, в общем-то, как бы, да, я решил, что, ну, у меня, наверное, хуже объективно, но попробуй-ка ничью предложить. Потому что у него времени мало, да, 3 минуты, он Мгм, жутко нервничает, позиция еще не совсем определилась, мгм, хотя он тоже, наверное, понимал, что у него лучше, но еще не настолько, чтобы было это все, знаешь, уже добивание, конечно, нет. То есть, по-моему, компьютер оценит типа 0,7-0,8 для белых, то есть это еще мгм, ничего мгм. страшного. И там 3 минуты на сколько-то 7 ходов. На 7 Поэтому я ходов, ну это, сыграл ладья ну, d4. мгм, Ну, в да. принципе, это не то чтобы сверх мало, но для Виши непривычного к цейтноту, он совершенно же не Мгм, привык к цейтнотам, он вообще редко так много думает. А партия была действительно сложная, я понимаю его, да, потому что ему надо было, кроме там его блестящей интуиции игры в таких позициях сложных, ему еще надо было и все-таки много считать вариантов, потому что мгм. интуиция, если тебе там мат поставит королю на g3, Ну да. в общем-то, твоя интуиция мало кого будет волновать. Поэтому он очень большую счетную работу, я думаю, провел. Играл очень хорошо партию, Мгм, объективно. Но вот здесь я поймал его на этот вот шанс, то есть как бы принимать решение. Я вижу, что как он нервничает, мгм, да, то есть и он на самом деле недолго думая согласился. мгм. Но Ну, вот решил не здесь рисковать компьютер просто, да? да, да. Ну, да, не то, что был большой риск, я думаю, что он как-то сбросит это напряжение. Он все-таки тоже понимал, что он с риском играет, да, Мгм, и, мгм, и вот это такое длительное напряжение игры на 3 результата, очень сложной партии. Я думаю, что он вот как-то чуть не выдержал психологически, хотя если сыграл бы ладья f3,
у белых перевес здесь. У белых здесь очень такой четкий, ясный перевес. Хотя нет такого ощущения. То есть я чувствовал, что у меня хуже уже, но мне казалось, что не должно быть такого сверх ничего особенного, но прилично хуже у черных. Но опять же, еще далеко не вечер, да, еще борьба. Ну вот как-то так эта партия завершилась странно. Да. Очень странно завершилась. Ну, что можно сказать по результату? То есть, моя игра была не идеальной. То есть, в принципе, надо сказать, что я получив хорошую позицию по дебюту, то есть, я где-то недооценил, переоценил, как-то начал играть на выигрыш резко, при этом не досчитывая варианты. То есть, вот, ну, в принципе, при том, что в целом результат, конечно, хороший, черными сделал ничью, вошел уже точно в матч, потому что партия была напряженная. Где-то немножко повезло, потому что кто знает, если бы он отказался бы и успел бы сделать все сильнейшие ходы до контроля, в общем, могло и хуже все сложиться. Но, конечно, звоночек того, что я вот сейчас уже вижу, что я не досчитываю, что меня вот в таких рваных каких-то позициях, да, он вот с этим королем в центре, кстати, видишь, почти весь матч играл с королем в центре, и вот тут у него это чувство динамики, чувство короля у него лучше и считает варианты он точнее. То есть, в принципе, ну, скажем, по одной партии еще тогда сложно было судить, но уже после матча можно сказать, что это, в общем-то, была тенденция, которая началась в этой партии и благополучно продолжилась, конечно же, в следующей партии, которая была очень такой, да, напряженной и драматичной. Так. Да, ну вот возвращаясь, что у меня все закончилось, идея закончилась, у меня осталась одна моя идея на одну партию. Я думал, когда ее применить, и решил именно сделать это в третьей партии. По каким причинам? В первую очередь чисто прагматическим, потому что у меня больше ничего нет. Да, и в общем-то, то есть если я зацеплю в этой партии, то я могу уже, в общем-то, особо-то и не играть свою разменную славянку и держать черными, да, не потому что я так хочу, а потому что мне нечего играть. Во-первых. Во-вторых, надо признать, что меня вот как бы очень воодушевило вот это то, что Виши так сильно нервничал. Он действительно ужасно нервничал вот во время второй партии, и я посчитал, что может быть вот этот момент, когда вот, да, если вот пройдет эта дебютная подготовка, может его надломить, потому что видно, что он очень испытывает большое нервное напряжение. Я решил, что вот момент, наверное, удачный для того, чтобы попробовать, а если она не пройдет, там какая-то ничья опять будет, ну тогда черными там как-то отыграю, перед выходом буду думать, что делать дальше, да. То есть определиться, мне что-то искать потом белыми, что-то, как мне дальше стратегию. То есть, ну вот я решил сразу, да, я говорю, что у меня вот полторы было идеи, поэтому вот первую я применил, вот вторая, ну вот и все, да, больше мне ничего не было. Соответственно, я сыграл с номером. Проблема на самом деле, конечно, получилось такое стечение обстоятельств, а уж про пятую партию мы потом поговорим, там было еще больше стечения обстоятельств, но на самом деле проблема в том, что да, конь f6, конь c3, e6, как там было, да, e3, конь bd7. Да, я, как уже говорил в предыдущем нашем выпуске, ферзь c2, слон d3 систему очень много смотрел, очень перспективная система, но вот не нашли ничего ребята, и, к сожалению, хотя идей там полно было на тот момент, но вот, и, соответственно, вот номера на меня ничего не было. Систему со слон g5, h6, слон h4, вот вместо e3. То, что я много играл до этого, да, слон g5 это очень принципиальная система, очень опасная для черных, но связана с жертвой пешки. dc, теперь черные играют в этой позиции e4, g5, слон g3, b5, вот такая вот игра. И она безумное это как называется? Теорий здесь. Это антимосковский антимосковский. вариант. Антимосковский, да. Есть ботвинник, это без g5, а это антимосковский. И белая жертвует пешку за длительную инициативу. Я так, кстати, играл сам с тем же Виши в Мексике. Белыми была острейшая партия, очень сложная, в ничью закончилась. Ну, позиция объективно опасная у черных, очень непростая. То есть белые до сих пор здесь ставят какие-то проблемы. Но она очень обоюдоострая. Белые сильно рискуют, тоже, конечно, жертвуют пешку. И по типу и по стилю она очень подходит Виши. Конечно, это его игра абсолютно. То есть он любит так взять пешку, король в центре под атакой, но он очень хорошо это чувствует. И где-то потом эту пешку удержать и там на контратаке выиграть. То есть по стилю она не подходила мне, хотя с другой стороны
идей здесь можно много накопать. То есть я вот какое-то стратегическое принял решение даже не играть просто это. Вот я даже особо не смотрел. Может быть, зря, трудно сказать, потому что, с одной стороны, она по стилю может неправильно, но она объективно самая опасная, наверное, во всем Миране. То есть, и вот, ну, трудно уже сейчас сказать, да, но решение, тем не менее, принял не играть это. Вот поэтому я решил сконцентрироваться на Миране с Е3 и так далее, ферзь c2. Но ферзь c2 не получилось, ничего не получилось. В итоге, да, в итоге я, вот как я говорил, за пару недель до матча я нашел одну идею в основном Миране неожиданно. Так просто проходя вообще уже по всем вариантам, я нашел одну идею, и это, конечно, было губительно, потому что не нашел бы, но что-то бы сыграл. А здесь слон d3, и дело в том, что здесь, ну, почти все, включая меня, и сам Виши, играли слон b7. Все, это основной ход, в общем-то, в этой позиции. И здесь я в варианте e4 могу сейчас показать. Вот в варианте e4, b4. Эта линия всегда считалась, ну, нормальной. Зачем? Конь a4. Конь a4, да, c5. Здесь довольно прямая игра. c5, e5, конь d5. Да, рокировка. Ну и там cd и так далее. Очень такая сложная игра, да. И я нашел здесь одну очень интересную идею, как мне казалось, за белых. И я думаю, действительно, она была очень интересная. Ну, пока на одну партию. То есть черные там имеют путь уравнять, но если она была новая тогда, если человек не знает ее, то там можно попасть просто очень опасно. Ну и как бы вот, да, и соответственно Виши всегда играл слон b7 исключительно. Да, и тут и ход а6, он тоже серьезный вместо слон b7, который сделал Виши. Но как бы он считалось как, что зачем, когда и слон b7 в порядке. Слон b7 в порядке, а а6 не так, чтобы совсем в порядке. То есть там какие-то были всегда проблемы. Поэтому, признаться, учитывая то, что я строго на одну партию этот вариант подготовил, я его не собирался играть больше. Конечно же, ну зачем все это а6 перелопачивать громадную теорию? И я просто вот косметически так посмотрел, что на а6 так вот, да, потому, ну, вот я сыграл e4, это основная линия дебютная, c5, e5, это такая основная игра, cd, конь бьет b5. Это старая вот теория такая, да, вот неожиданная такая, конь бьет b5. Ну и здесь у черных есть ход конь g4, есть ход конь бьет e5, теоретически. Ну там белые совсем без риска играют. Да, ну то есть черные близки к уравнению, но до конца не уравнивают все-таки. Ну а b основной ход ef. Да, и здесь вот gf один из ходов, второй, по-моему, ферзь b6. Рокировка, да, то есть ферзь b6, ферзь e2. И вот в этой позиции, ну, я помню, что, в принципе, она считалась сомнительной за черных. Она считалась сомнительной, на нее уже редко шли. И основной ход здесь считался b4 всегда. Ну, что логично, пешка висит, увести из-под боя. Нет, за черных. Ой, ход. сори. Черный b4. И здесь вот так все было бы ничего, но нашли какой-то ресурс со временем а4, такой неожиданный ход. а4. Да, и это довольно неожиданно опасно, потому что поле b5 это для слона, а если ба, там как-то линия b у белых очень какая-то активная игра, там пешка А бежит, ферзя, там как-то нападают на ферзя. В общем, после а4 у черных по теории проблемы есть определенные. Ну, да. Ну, то есть, вот как бы вот и вся моя была подготовка. То есть, идея была, что на слон b7 я был готов хорошо, на а6 я вот подготовился по всем линиям, чтобы точно без риска играть, если вдруг он сыграет. Ну, а здесь вот b4, а4, и у белых вроде перевес, я чуть-чуть так подвигал, вроде да. Ну, вот Анан подготовил здесь к этому матчу ход слон b7. Ход слон b7. Тогда это было, ну, по-моему, совсем новая, да, идея. Я задумался сразу, ну, пешку отдают, понятно, что надо взять на b5, да. Взять на b5, и, честно говоря, мы к этому потом еще вернемся, конечно же, потому что, когда он сыграл слон b7, я думал, ну, в принципе-то понятно, что взять на b5 надо, но все равно я пытался понять, в чем идея, все-таки такую пешку жирную отдать, да. Ну, и я понял, что на слон b5, конечно, ладья g8 хочет сыграть Виши. То есть, у меня была полная уверенность, что идея на слон b5 ладья g8, да. Не, ладья g8. Да, и как-то по линии G начинать создавать игру. Ну, я думаю, хорошо, ну, вроде не проигрываю сразу после ладья G8, поэтому все равно на B5 побить-то логично. Я побил на B5, и вместо этого Виши быстро сыграл слон D6, да, кажется? Очень странный на вид ход.
такой, казалось бы, ну линия G черным все равно нужна, Мгм. да, но да, то есть слон d6 оказалось, и я засел здесь после слон d6. Конечно, крайне неприятно, но особенно учитывая всю эту ситуацию, когда ты понимаешь, что ты в принципе-то и не собирался сюда выходить. Мгм. Понятно, что если бы я знал, что Виши будет играть а6, я просто не пошел бы в эту линию. М. Да, и тут ты еще получил какую-то позицию, видно, человек готов, позиция такая не сбалансирована, где, конечно же, ну, компьютерная подготовка имеет серьезное значение, очень неприятно в такой острой позиции играть против компьютера. Но одно, правда, радовало, что объективно-то у белых точно не хуже-то, объективно что-то плохого-то у белых. Мгм. Но вот как-то немножко было неприятно. С другой стороны, правда, меня это не сильно, так сказать, волновало. То есть я по-прежнему, ну, я тратил довольно много времени, потому что действительно позиция сложная. Мгм. Но я играл на выигрыш. То есть я как бы, я верил в позицию белых и Мгм. думаю правильно. То есть я сыграл ладья d1. Это самый логичный ход, атакую пешку на d4, ладья g8. Довольно форсированная игра. Как, в принципе, уже компьютеры сейчас подсказывают, но за доской это не совсем очевидно. Мгм. Мгм. G3, ну, G3 пойти надо все равно, и ладья G4. Да, все Смело. это очень быстро было вещи исполнено. Ну, пешку как-то защищает. Мгм. Но играть, честно говоря, опять же, если не компьютер, по-человечески все это выглядит настолько вот настолько странно, да, это связка на d7, ладья какая-то подвисшая Мгм. на g4. То есть игра черных, вот все держится, вот как-то вот ткни и рассыпется, да, позиция. Мгм. Что в конце концов у белых две связанные, король вроде мат не получает. То есть это, конечно, чистая компьютерщина. Так по-человечески так играть невозможно Мгм. без помощи компьютера. То есть я понимал, что наверняка прямого опровержения этому нет, раз он пошел в эту позицию. Но с другой стороны, вот да, за доской против компьютера играть непросто эту позицию. И я очень много времени тратил, и действительно возможностей много, позиция Мгм. настолько не сбалансированная. Но на самом деле потом уже нашли, да, вот, видимо, единственный ход, который в этой позиции ведет перевесу, но, правда, достаточно такому, ну, надо еще проверять, что-то Виши там имел в виду, наверное. Но все-таки похоже, что и современные компьютеры, и те компьютеры тоже говорят, что вот есть ход, который ведет достаточно значительному перевесу белых, ход b4. Ну, ход неподъемный, ну, Слушай, b4. Володя, извини, пожалуйста, а вот у нас тут вопрос слушатели задают, мы в прямом эфире, чтобы вы не думали, что это запись. Вот слон d7, король d7, конь e5. Это что? Не, ну там я заберу и потом по диагонали фе просто, и там диагональ такая страшная, да, взял ферзь c6, Ферзь там c6, просто да. меня, это Разорвут, да? центральные пешки как пойдут, Мгм. разорвут, не, да, Да, не это как подходит. бы не работает, да. Нет, ну, если бы так все просто было, он бы так не сыграл, потому что Да, явно да. он еще был в компьютерной подготовке, конечно. Но вот b4, это ход что за ход b4, вообще? ну, он человечески неподъемный совершенно, абсолютно невозможно его поднять, потому что почему b4? Ну, уж скорее а4 тогда пойдешь, слона защитишь. Но Да. b4 очень сильный ход, похоже. И как-то вот здесь варианты, вроде и Ой, современные компьютеры извините. по-прежнему, Сейчас, да, Володь, вроде бы секунду, и я тут современные что-то нажал. компьютеры тоже по-прежнему F6. вот дают довольно серьезный белый перевес после b4. Да, и соответственно вот Сейчас, Володь, секунду, что извини, я... пожалуйста. Ага. Да, да, я пока говорю, ты пока доску Да, да, все поставишь, я пишу, могу есть пока. G3, ладья4, Мгм. вот он. Мгм. Да, вот B4, да, да. И я про доски не вижу пока, но Все, сейчас будем сделаем. надеяться, что Мгм. зрители видят. Да, вот. Да, то есть, что говорит о чем? Что, скорее всего, действительно у белых лучше. Ну, понятно, что за доской его, ну, реально просто невозможно. Это просто невозможно, да, человеку Невозможно, да. поднять хоть B4. С другой стороны, а что, если я анализировал эту позицию? Это же могло быть, да, что я мог и слон b7 тоже найти эту новинку и проанализировать. Потому что после b4, судя по всему, позиция черных просто критическая. Ну, если я что-то там не вижу. Ну, так, по крайней мере, пишут компьютеры сейчас. То есть они Ну дают а вариант часто, король ну а e7. часто ты понимаешь, ты объясни нам, в чем смысл хода-то? Может быть, если слон b4, слон f4, что ли, или что? Нет, слон f4 вообще бессмысленно. Нет, ну пешка Не там понимаю. вообще никого не волнует. Слон b4, там всегда ладья b1, начнется дикие связки. А, Смысл скорее в ходе слон b2, что ли, чтобы напасть на пешку d4. Ну, это а, компьютерщина. Объяснить, почему b4, а не, например, a4, да? да. Ну, довольно сложно. Но почему-то b4 нет. Но идея вот на король e7 логичнее уже a4 выглядит. Но почему-то a4 не так сильно.
А вот именно b4, ну, именно b4 и на король e7, вот так, самое важное, в чем идея, что b4, да, все-таки, да, король Да. e7, конечно, самый естественный ход. И теперь a4. А, И вот теперь именно а4. И идея в том, что как-то, ну, скажем, на слон бьет b4, например, здесь, слон b2. Вот такая игра. И как-то пешка d4 падает, и он считает, что у белых серьезный перевес. А если ладья а g8 делается ход. А что это она падает? А слон c3 нельзя сыграть? Нет, там взял на d7 висит тоже. У черных же тоже король очень слабый. То есть такая позиция, черный же король жуткий, да. То есть тоже там чуть-чуть что-то возьму на d4, все разлетится же. У белых все-таки все же активно стоит. Поэтому вот на b4 ладья g8, я думаю, во время партии меня это немножко смущало. Я, может быть, что-то такую идею какую-то и видел. Король e7. Подожди, Да, b4, король король e7. e7? Да. Да, а4, ладья g8. Да, но черные как-то мат начинают пытаться пристраивать, да? Слон g3 Ну, грозит тоже, уже, да? там может? где-то на g3 хотят взять. Да, и тут как-то хладнокровно а5, ферзь c7 и конь бьет d4 хладнокровно. Ну, это- Вот ну, так, это потому как что так? есть конь f5 шах ресурс. И да, на слон бьет g3 какой-то ресурс шахом на f5 есть. Да, вот это важно. А на ладье e4, вот, тоже ладья e4 выглядит очень опасно, вместо слон бьет g3. Ужас какой. Ладья Да, e4. ладья e4, слон e3. И оказывается, что у белых лучше. Хотя, в общем, там все эти удары на g3, ну, там конь e5, все выпрыгивает. Но опять же, да, совершенно это не очевидно. Ну, то есть, Ну, какая-то за не человек, доской, ну, да. это так, как так, Нечеловеческое. да, посчитать ничего Да, невозможно здесь до конца. но с поэтому другой стороны, вот если так подумать, а я же мог это все-таки тоже мог, найти и тоже мог. проанализировать. То есть, что говорит о чем? Что Виши все-таки сильно рисковал, очень сильно рисковал, играя так, на самом Очень деле. сильно И, рисковал. в принципе, так вот на попа немножко ставил, потому что если бы я это серьезно проанализировал, в общем-то, так бы получилось, а что можно, то есть, в принципе, может, он бы просто проиграл бы эту партию, да, если бы я так с компьютером бы тупо все дозубрил, да. Но, конечно, вероятность этого не такая высокая, учитывая тот факт, что как бы все-таки надо это новинка слон b7 и так далее. Но с другой стороны, ну там вторая линия компьютера слон b7 мог бы посмотреть. То есть как бы я к тому, что тоже так он, нельзя сказать, что он, наверное, он считал, я думаю, судя по этому, считал, что ему надо рисковать в этом, что ему надо любой ценой идти в эти позиции. То есть, и вот все-таки, учитывая, в следующей партии, я забегая вперед, скажу, что он как бы сыграл по-другому, и это уже намного более солидно. Вот это меня удивило, что первый он выпустил слон d6, который, видимо, объективно ход крайне сомнительный. Крайне сомнительный, то есть так немножко на попа поставил. Но сложилось, да, сложилось. Да, ну и тут какие-то варианты, вот я для того, чтобы понять сложность позиции, как бы когда за доской, да, надо думать. Конечно, например, ход конь d2 выглядит безумно сильным. Конь d2, конечно, очень серьезный ход. Я напал на ладью на g4 и напал на конь c4. Он вообще кажется, что выигрывает просто. Ну, как бы сколько мне пришлось перелопачивать вариантов за доской, потому что конь d2, кажется, висит ладья и висит конь c4 ход. Да, но тут находится король e7. Я думаю, что долго не мог понять, что на конь d2. Король e7. Теперь, да, на взятие ладьи на g4 снова берет на b5 и вот эта диагональ свистит. Это, конечно, очень опасно для белых. Но вообще-то можно слон бьет d7 сыграть. Да? Вместо на король e7 слон бьет d7. И ладья g8 неожиданно. На взятие я беру ладью просто. Да? Ладья g8, это единственный ход. Да, ладья g8. И неожиданно оказывается, и теперь на конь c4, например, я еще и напал. У меня фигура лишняя, ферзь a6. Ферзь a6 очень важный ход. Да, потому что он еще как-то связал. У меня лишняя фигура, но неожиданно очень опасная позиция. Там у слона нет поля. Но это все очень сложно за доской, конечно. Да? Здесь, может, у черных даже лучше, не знаю, как ни странно. Но это все вот настолько компьютерщина такая. Очень сложно. Очень сложно, да. Тут не поймешь, Поэтому везде же грозит этот слон g3, тут страшное дело. Да, но безумно сложно. И ты, по сути, ты понимаешь, что играешь против компьютера в этой партии. Я, на самом деле, неплохо сыграл. То есть, b4 ход сложно поднять, но я сделал второй ход по силе, слон f4. Но тоже он, конечно, потребовал большого расчета варианта. То есть, слон f4, слон бьет f4.
Теперь снова выбор какой-то такой у белых сложный, снова очень длинный счет нужен. То есть бить конем на d4 или ладьей, и то возможно. Ну, например, опять же, вот так, я побил конем в итоге на d4. Ну, вот, например, ладья бьет d4 тоже серьезная альтернатива. Ну, тут такой вариант, например, ладья d8, ладья d1, король f8. Да, король f8. Все висит, какая-то позиция странная, да, ужасно сложно играть. И еще когда над тобой висит вот это, давлеет то, что ты с компьютером, что у человека все это подготовлено, да. То есть, и вот здесь, например, вариант, он считает, что около равенства. Слон бьет d7. В принципе, кажется, что белые практически выигрывают, но неожиданно находится ладья бьет d7. Ладья бьет d7, слон бьет g3. Ой. Это причем у черных все это единственное, да. И тут какая-то ничья получается. Hg, хотя за доской не поймешь, ничья, а может проиграет белый. Hg, ладья бьет g3 шах. Да, король h2 надо ходить. Слон бьет f3. И как-то ферзь e3. Ну так, это, конечно, на любителя так играть. Но вроде оказывается, что ладья g2 шах, король h3. Ну, во-первых, как-то нет уверенности, что мата просто... Ну, мата нет, конечно. Ну, черные могут взять на e3, взять на b2, и, видимо, ничейно это окончание. Ну, и нет сомнений, что у Виши она стояла дома. То есть, в этом нет сомнений никаких. Но, вот, например, как возможность хода ладья бьет d4, я побил конем. И, в принципе, ну, вот не мудрено. Надо сказать, что отчасти, конечно, я там грубо начал ошибаться в какой-то момент, но безумно сложные были задачи, да. То есть, по сути, Виша играл быстро, я сидел, вот считал вот все эти огромный ворох вариантов сложнейших. В принципе, не так плохо считал до поры до времени, но я думаю, во-первых, это заняло много времени, во-вторых, просто очень устал. То есть ты, по сути, потому что большая разница, когда вы оба считаете, ты сделал ход, там Виши засел на 20 минут, ты там кофейку попил чуть-чуть, а тут, по сути, ты делаешь ход, он практически мгновенно отвечает. То есть ты все время сидишь, считаешь, там 1,5 часа подряд считаешь варианты. Да, под прессом, потому что ты понимаешь, что тоже надо быстро, нельзя столько времени, слишком уж много тратить. И, видимо, это еще кроме физической усталости, еще психологически устаешь от этого, потому что h5 сыграл Виши здесь, конь бьет e6, fe, ладья бьет d7. Вроде все. Король f8. Король f8. Но я пожертвовал фигуру, но у меня с другой стороны сильная атака, да, при случае же мат просто может быть. Опять же, как мне оказалось, что компьютерные партии на эту тему были, вот даже на эту позицию. То есть, в принципе, я играл, ну, если не по первой линии, то уж по второй точно, да. То есть, компьютеры играли так. И довольно долго нашу партию повторяли. Да, соответственно, король, здесь на самом деле я сыграл ферзь d3. Ну, опять же, компьютеры оценивают, что здесь ничья. Объективно, другая возможность ладья а d1 сыграть. Очень сложно, потому что вроде не создает угроз каких-то прямых. Ну и, например, у черных есть ход слон бьет g3. Здесь. Hg, ладья бьет g3 шах. Король h2, какая-то ерунда. Ну и как-то в итоге там длинные варианты в ничью заканчиваются, по мнению компьютера. Но опять же, я тут уже, наверное, так уже минут 20, может, у меня оставалось. Не так-то много времени уже. То есть я на ферзь d3 рассчитывал. Это ты хочешь ферзь h7 d3. туда, да? Я хочу, да, ферзь h7 и просто, просто мат поставить, да. Ферзь d3 и, ну, очевидно, Виши все еще был в подготовке, потому что, да, он сыграл ладья g7. Компьютер еще пишет, что слон бьет g3, hg, h4, что тоже ничью делает. Но это еще там с трудом еле... Не свернешь нигде, не отсушишь такую позицию. То есть приходится играть ее полноценно, да? Даже если бы ты захотел где-то ничего сделать, то ее не сделаешь. Да я не то чтобы сильно хотел, я уже увлекся борьбой, но во-вторых, да, так, чтобы совсем вот четко какую-то форсированную ничью, я не видел, ее не было. То есть, ну, я понял, раз ее нет, если была бы, может быть, я бы ее и сделал бы, но если ее нет, уже надо играть по-настоящему, да. А тут как ни крути, надо очень много считать вариантов, как ни крути. И вот ладья g7, ну, был ход еще слон бьет g3, hg, h4, какое-то совершенно безумное, вроде ничью тоже делало, вроде бы, но как бы, да, но он сыграл ладья g7, первая линия компа, ну, вообще тут все бы, я не исключаю, что почти вся партия была в подготовке выше, потому что это все компьютерная линия, да, потому что здесь тоже ладья g7 разменялся наконец и побил gf.
Ну, как бы я видел, что, конечно же, какая-то у черных есть игра, но у меня 2 лишние пешки все-таки, да, и так вроде мат не пешки, да. получаю. Мгм. Очень сложно оценить ситуацию, но оказывается, что все-таки скорее черные на выигрыш играют, чем белые. Но это за доской оценить крайне сложно. То есть ладья d8. Я здесь сыграл ферзь e2. Вот это неудачный ход. Ну как, еще пока не выпускает, но ферзь b3. Сильнейший ход ферзь b3 здесь. Не так все это просто понять. Хочется ферзя поближе к королю. Ферзь b3. Были компьютерные партии, кстати, на эту тему, пару партий. То есть мы не так уж плохо играли. Ну, я не знаю, Виши практически не играл эту партию, но до этого момента я-то играл объективно. То есть, в смысле, он-то, наверное, в подготовке еще был. Ферзь b3, вот тут какой-то вариант, но он очень сложный. Но вот я просто покажу, чтобы понять. Да, ферзь b3, король h6, ну в этом идея черных начать по линии g там пристраиваться. Ладья e1 теперь, довольно сложно это. Ладья g8 шах, король f1. Да, и скажем, такой вариант ладья g2, что очень тревожно. Напал сюда на мат. Ладья e3, да, висит мат, как-то ладья e3 надо ходить. Да, ферзь d4, он там напрыгивает со всех сторон. И тут какой-то ход слон e2 держит позицию, нападая на слона. Ну, в общем, и какая-то длинный вариант ничья форсирована. Но все сложно, у меня уже, я думаю, минут там 15-10 уже оставалось в этот момент. Ну, ферзь e2 Конечно, вроде логично, напал сюда, везде напал. Да, ну и как-то поближе, сохраняя... И он еще не выпускает ничьей, но неожиданно король h6. Да, очень прямая игра идет. Король h6, король f1, он говорит, ладья g8, a4. Ну, вот как-то я здесь посчитал. Но мне, конечно, уже все это очень не нравилось, потому что я понимал, что, в общем-то, попал серьезно, да. Но... Тем не менее, как-то, ну, я не знаю, насколько Виши уже играл сам. Я не исключаю того, что он увидел, что где-то после короля 6 оценка равно и все нормально, да. Но, так или иначе, да, я сыграл А4, слон G2 шах, король Е1. И к слон h3. И вот это, конечно, критическая позиция. Но вот здесь я просто рассыпался, надо сказать. Я могу сказать, я не помню, сколько у меня было времени в этот момент. Ну, мало. Понятно, что мало. Но 5 минут это максимум. Может быть и меньше. Я не помню. Но и вот эти все шахи, ну, реально объективно сложно. После там почти 2 часов счета. Да, и вот здесь, ну, конечно, я грубо ошибся. С другой стороны, а поди здесь разберись. Сейчас компьютер включаешь, он, конечно, сразу пишет ладья d1 сильнейших. Но ход не очевидный, прямо скажем, ладья d1. Потому что шахи грозят. Я ничем не грожу ходом ладья d1. Ну и вот, например, такой вариант, что на ладья g1 шах, король d2. Не, ладья d1 почему-то сильнейший ход слон f5 здесь. И, кстати, он меня, наверное, очень тревожил. Слон f5. Почему-то. Поля, а в чем его... Как такой... поля, да, берет поля просто. До белых ходов не так много. Потому что на король f1, я думаю, что меня там как-то там могут ферзь b7, наверное, встретить. С этой стороны, в общем, король ужасно тяжело, да. Но, опять же, я не Ананд, да, вот он бы, наверное, нашел бы все сильнейшие ходы, даже с малым временем, королем, как-то бы вот там убежал королем. Я не люблю играть, когда у меня король под шахами. Мало кто любит, но я не то, что не люблю, еще и не очень умею. И, например, ну, вот я могу сказать, что какой ход он считает сильнейшим, да, после ладья d1, слон f5 в этой позиции, вот, вместо король f1, да, вместо король f1, да, вот здесь. Вот на слон f5 он считает сильнейшим ход h3 здесь. Но совершенно неподъемно. Это безумие. Что, h3. h3. Почему h3? Что h3? Я не понимаю. Но h3. И после чего считает, что ничья объективно. Ну, опять же, то есть, кто бы научил, наверное... Я вчера с одним человеком разговаривал, который пишет шахматные программы разные. У меня идея фикс, научить компьютер вот такие ходы объяснять, вот чтобы он нам объяснил. Ну, потому что сказал бы, что через 100 ходов вот в одном варианте пешка на h3 ничья, а на h2 проигрыш. Ну, потому что это понять, ну, как это понять? Что это я могу объяснить. Я уже потом-то ты понимаешь. Другое дело, что доской, как это понять. Ну, так объясни. Наверное... Потому что он грозит пойти, ну, скажем, вместо h4 сделай какой-нибудь ход там, любой там, не знаю, b3 там, например, ну, условно. Он грозит ладья g1 шах, я думаю.
Нет, но здесь король d2, ферзь d4 шах. Нет, дело в том, что если я хожу ферзь e3, вместо b3 ферзь e3, да, вот это как бы Ага. важный ход ферзь e3. То есть, как я понимаю, проблема в том, что он дает шах на g1. На король d2 следует ферзь d6 шах. Мгм. Да, и я теряю фигуру, там на слон d3 меняется на d1 и берет на d3. А на Мгм. король e2, что было бы замечательно, Слон следует слон G4. g4 шах. Вот и Ага, от ну, этого и h3 сыграно. поле G4 прикрыть. Да, Ясно. да, поле g4. Но как h3, у него миллион шахов после h3. Да. После Не, слона ну, f5 h3 у него миллион шахов, но человек все же просто держится, так но... пойдет. Ну, что это бред. Ну, да, действительно это сложно. Хотя, с другой стороны, практически нет выбора, потому что ход ладья А3 просто плохой. Да. Но я сыграл ладья А3, но он по-человечески, он на малом времени более логичный. Я ладью подключаю к защите по третьей, да, она как-то все время защищается, потому что на d1-то она не защищает короля. Ну, в принципе, тут сложно судить. С одной стороны, это грубая ошибка, с другой стороны, как все протекала партия, уже мало времени, усталость, недовольство ситуацией, этот король под шахами. Может быть, и ничего такого плохого-то я не сделал. То есть на ладья А3 ход плохой совсем, потому что ладья G1 шах следует, король D2, ферзь D4 шах, король C2. Ну и здесь, кстати, Виши подвыпустил, потому что здесь сразу выигрывала слон F5 шах. Но я собирался, я думаю, играть король b3 здесь. И так вот сразу мата не видел. Вроде король, ну как бы вот поди меня за матой. Ну какой-то ладья c1 ход. И ладья c1. И даже не то, чтобы какая-то сверхугроза, а просто у меня пад, у меня цуцланг. У меня нет хода просто. И здесь просто выиграно у черных. То есть он вроде бы он не грозит сразу выиграть. Но у меня заканчиваются ходы. То есть так ферзь d5 шах, я там король b4 или слон c4. Наверное, слон c4. Слон c2 шах, я могу ферзя отдать. Ферзь бьет c2, и все не так просто. Но у меня просто пад, цукцванг. То есть неожиданно. А опять почему-то проигрываю, что там где-то слон висит на b5. То есть вот такая неожиданная. Ну, наверное, тут типа слон c2 шах, например, как одна из возможностей. Там взял на c2, взял, и из-за того, что пешка встала на a5, ферзь c5 шах, слона забирает. Хотя, кто знает, может здесь король уйдет, и а6, а7 успею поставить. Ну, в общем, не помню, но ладья c1 выигрывает здесь. Но это тоже не так очевидно. Но Виши, я думаю, во-первых, он очень почувствовал кровь, что называется. А во-вторых, я уже в цейтноте был, он, видимо, решил побыстрее играть. Конечно, он бы нашел это, наверное. Ну да, это 29-й А как ход, он еще сыграл, 10 ходов. Да, но он сыграл нормально тоже, дал шах, просто у меня еще была возможность как-то здесь защищаться. Король d2, ферзь d4, слон g4 он, да, после король c2 сделал ход слон g4. И тут вообще я безумие какое-то сотворил, ход f3 это полное безумие, но я думаю, что у меня просто уже флаг висел, и надо было пойти ладья d3, я видел этот ход, но я считал, что, честно говоря, проиграно уже все равно. Неожиданно, оказывается, после ладья d3 еще не так все проиграно. То есть, и вообще, может быть, и даже спасаются белые. Ферзь c5 шах, такой вариант. Ладья c3. Ну, качество, если забираю, понятно, там пешки пойдут. Но как-то ферзь b4. Я считал, что меня заматуют просто. Ферзь b4 и как-то, например, на ферзь c4 он там слон f5 шах берет на b2 и все заканчивается, да? Просто король d2, ферзь бьет b2 и все, там мат получает просто. Но неожиданно здесь оказывается, что на ферзь b4 находится какой-то безумный ресурс ферзь d2 такой. Вместо ферзь c4, да, ферзь d2. Ну и как-то, честно говоря, выглядит это не очень хорошо, но вроде бы ничего. На слон f5, слон d3, что ли? Я так понимаю, что, наверное, слон d3, на ферзь бьет a4 шах, как-то ладья b3, что ли, как-то коряво вот так. И вроде бы он считает, что у белых неплохие шансы на ничью здесь. Но я тоже не уверен до конца. Но в любом случае выбора-то уже не было. Но я думаю, что я уже и устал, и цейтнот, и в общем-то я уже считал, что, видимо, проиграна позиция. Я сыграл f3, но это просто проигрывает совсем. Я подозреваю, что в этот момент я зевнул, что слон f5 шах, я по-прежнему хотел король b3 пойти. Я думаю, что я все-таки еще король b3 хотел пойти, но здесь вот это же, я увидел здесь, что ладья c1 ход. Причем этот ход, похоже, единственный, иначе у белых нормально. Все нормально, но вот ладья c1, здесь я уже, думаю, увидел, что плохо, да. И, все равно надо было так пойти, хотя здесь просто проигрывают, по мнению компьютера, там, -6, что ли. То есть просто проигрывают белые. То есть после слона f5 шах конец.
конец, и я поэтому здесь где-то слон d3 уже на флажке сыграл. И главное, что ладья d3 уже не получается. При пешке на f2 хоть еще как-то ладья d3. А здесь просто, наверное, поэтому и сыграл Виши слон g4, потому что он увидел, что важно пешку завлечь на f3, потому что здесь берется на d3, и очень важно, что, да, на ферзь бьет d3 следует ладья g2 шах, да, есть по второй шах, и пешка b2 падает, ну все, заканчивается партия. Сразу конец. А если слоном? То есть, слоном пешка на a4, на f4 там все сыпется с шахами, то есть просто безнадежно. Соответственно, да, я сыграл слон d3. Здесь Виши посчитал несложный вариант, но вообще-то слон бьет d3 шах мат форсированный ставила. То есть это говорит о том, что тоже, что Виши нервничал очень, да, потому что, в принципе, у него час времени еще этот момент был, да, слон бьет d3 шах просто матует форсированно, шахами там практически. На ферзь бьет d3 ладья g2 матует, а на ладья бьет d3 ферзь c4 шах. Просто сразу. Причем в 2 хода заканчивается партия. На ладья, так, ферзь висит, а на король d2 ферзь c1 мат, да. То есть, тоже так, да, говорит, понятно, что это скорее говорит о нервозности Виши, потому что это несложно найти. С другой стороны, как он сыграл, тоже выигрывает сразу. Поэтому такое бывает, ты просто высчитываешь один вариант и даже не пытаешься посчитать что-то еще, потому что это четко выигрывает. Слон h3. И опять же, за счет того, что пешка на f3, у меня просто нет защиты по второй линии. Дальше там в цветнотные какие-то ходы. Я куда-то пешку погнал. Это просто, чтобы до контроля дожить. Понятно, что здесь как угодно, да, выигрывается. Да, шах, так. Я просто до контроля дожил. В общем-то, несложно понять, что слон b1 шах. И на короле b3 там взял на f3 и слон e4 там вернулся на a8. Да. В общем, вот такая партия, да. Что тут можно сказать? Не знаю, может, не то, чтобы я уже так плохо ее играл, но реально не повезло, ужасно не повезло. То есть, ко всему прочему. С одной стороны повезло, с другой стороны Виши очень грамотно ее построил, эту партию. То есть он попал в самую точку. И повезло ему, что он попал в самую вот эту точку. То есть он и удивил тебя, и новинку применил, и получил игру, которую он любит. Вот эту вот непонятную, мутную какую-то. Ой, я не слышу Володю. Что? Ага, все, окей. Да, алло? Да, слышу, Володя. Ага. С другой стороны, что можно сказать? Во-первых, я вообще не собирался этот вариант играть. Да, совершенно случайно я его сыграл. Второе, откуда Виши знал, что... А может быть, я его как основной к матчу готовил. А если я готовил его серьезно, вот я уверяю, я слон b7 бы проанализировал. Уверяю просто. А если проанализировал, сыграл бы b4, a4, в общем-то, может быть, закончилась бы партия другим результатом. Может быть, да. То есть, есть несколько, так сказать, таких вещей, где, конечно, это не только везение, но, в общем-то, с моей точки зрения, конечно, это некое стечение обстоятельств. Да, стечение обстоятельств, и надо сказать, что да, я, конечно, под конец посыпался, но, как мы видели, позиция очень трудная для игры, времени мало, устал и так далее. То есть, без всяких там, да, так сказать, попыток, но действительно этому есть объяснение. Сложно было играть эту партию. Сложилось, что у него была мощная идея, интересная, да, вот рискованная, опять же, повторюсь, рискованная крайне. Но все сложилось так, как он хотел, да, в этой партии. То, что я в это пошел, я ее не анализировал, да, я скажем, да, сыграл линию, в которой как-то оказалось так, что нет форсированной ничей, много времени потратил и в цветноте выпустил ничью. Идеально не придумаешь, по сути, 2/3 партии как минимум он не играл, да, то есть по подготовке. В принципе, ему много-то от него не требовалось. В этой партии, на удивление, выиграть черными, по сути, потребовалось, а что потребовалось-то? Пару ходов найти, там, слон f5, там, слон g4 шаг. По сути, ничего. Очень, очень редко ты черными все-таки играешь. Да, подготовка, да, ты заготовил что-то серьезное, интересная идея, но, по сути же, ни одного... я уверен, что позиция после короля 6 у него еще стояла на доске. Дальше я делаю ошибку ладья a3, при всем уважении, там практически любой бы топ-игрок бы выиграл, да, просто досчитал бы до конца. И молодец, подготовил. Не, молодец, я не к тому, что я просто к тому, что что иногда у тебя настолько все против тебя работает, когда ты неправильно подготовился, или просто вообще, да, вот не твой матч, вот ничего ты
отчасти как и у Каспарова. Вот он попадал вот везде, где только можно попасть. Вот моя идея в Грюнфельде во второй партии ладья бит b7, она была вообще не к матчу подготовлена. Она вообще была подготовлена не по этому делу. Я вообще не планировал, я вообще не думал, что это все произойдет. Вот он попадает вот как будто специально. Да? Вот, там всего-то условно на всем минном поле там 3 мины, и вот ты как-то умудряешься так пойти, чтобы на нее попасть. Да? И вот это примерно то, что произошло в третьей партии. Потому что вряд ли в Миране у него были такие идеи, что вот настолько такую позицию получить нестандартную. Там ферзь c2, слон d3, там хочешь не хочешь таких идей, таких позиций не получишь особо. Ну, так или иначе, случилось. Но, в принципе, конечно, крайне все это, мягко говоря, осложнило ситуацию. Она и так была не сверх шикарной. Но после этого она стала совсем какой-то печальный. То есть я еще -1 стою, проиграл белыми, надо отыгрываться, больше играть совсем нечего, по сути дела. То есть, и вот, да, то есть, ну вот 4-я партия, надо выйти, как бы, ну я вышел, что-то подготовил на это f3, да. То есть 4-ю партию, по большому счету, Виши очень решил надежно играть. В принципе, такая была партия проверочная. Да, Виши сыграл ферзевым габит белыми. Но мне тоже после такой тяжелой партии третьей все-таки, наверное, неплохо было такую передышку какую-то. Да и в любом случае черными поди поиграть там на выигрыш. Ну, в общем, слон Е7, вот он, видишь, уже конь F3 играет. Слон F4, он сыграл тогда популярную линию, вот 0-0, Е3, конь БД7, она и до сих пор очень все популярно. Ну, сейчас в основном C5 все играют, а тогда А3 был наиболее популярный ход в этой позиции. Да, я сыграл C5, это все теория. Ну, какой-то минимальный у белых, да, CD, все это как бы теоретическая игра, то есть белые без риска играют, но и выиграть риск небольшой. ДЦ, конь c5, слон e2, по-моему, да, или слон e5. Слон e5 сыграл. Здесь в основном слон f6 играли, слон f6, и очень близко к ничьей, сейчас уже тут ничьи делают довольно уверенно, тогда чуть-чуть время от времени еще белые что-то там пытались напирать. Но в любом случае понятно, что это не очень амбициозная игра белых, но он хотел без риска подавить. Да. Но я вот применил какую-то чуть-чуть свежую идею, сыграл слон f5. Здесь я к матчу это готовил, причем, по-моему, даже белыми в основном, за белый цвет. Довольно серьезно это анализировал, эту позицию, и вот придумал идею слон f5, по-моему, слон e2, да, как-то было сыграно, и слон f6 теперь. Там как-то идея заключается в том, что если теперь белые забирают на f6, что он и сделал, правда, да. И играют ферзь d4, то есть ту же идею, как и без включения слон e2, слон f5. Здесь какой-то ход ферзь b6, начинается очень тактическая игра. Ферзь b6, и как-то что-то ход-ход идет, начинается какая-то игра. Почему-то здесь ладья d1, не, извиняюсь, ферзь d6, Извиняюсь, ферзь d6, не ферзь f6. Грозит конь b3, это очень такая, казалось бы, белым-то только рокировку сделать получше будет, но они не успевают толком. Там ладья d1, чтобы от конь b3 защититься. И теперь слон c2 какой-то ход находится, неожиданный такой. Как-то неожиданно качество можно потерять. То есть ферзь бьет d5 у белых есть, правда, ответ. И ферзь b6. Тут начинается довольно острая игра, я ее много анализировал, заканчивается она в ничью, по-моему, какой-то там длинный вариант. То есть это такой вот, ну, Виши, хотя, в принципе, конечно, легко мог его попробовать посчитать, это самый принципиальный путь, но он не хотел, то есть не хотел даже ввязываться во все это. То есть решил вот играть очень надежно, сыграл конь d4 здесь, но это совсем ни на что не претендует, потому что черные просто сразу конь e6 поменяли. Конь e6, ну, просто равная позиция. Просто равная, и ну, дальше, ну, такой у белых номинальный, 0-0 ладья fd8, ну, совершенно номинальный какой-то плюсик у белых. Да, как-то слон g4, ферзь e5, ферзь b3. Ну, вот здесь, в принципе, компьютер считает, что d4 можно пойти. Я не был до конца уверен, d4, да, опять же, наверное, надо было так сыграть, с той точки зрения, что или черно-белые как-то побьют на e6 просто сразу ничья. А если ферзь бьет b7, что мне не нравится, ну тут ферзь бьет e6, просто ничья сразу, да. А если ферзь бьет b7, как-то тут, как ни странно, d3, иначе нет уравнения. Но d3, такая позиция обоюдоострая, по мнению, опять же, компьютера, полный порядок у черных. Но так это за доской не совсем очевидно, все-таки пешки нет.
И в любом случае на d4 можно побить на e6. В общем, я решил не ввязываться в это дело, хотя, наверное, это чуть точнее было. Ну, в принципе, как я сыграл, тоже нормально. Конь c5, ферзь b5, b6. Дело в том, что здесь запас прочности большой. И да, теперь, ну, как ни странно, почему-то, вот опять же, don't ask me why, как говорится, почему, но почему-то ладья А d1 здесь надо было пойти вместо ладья f d1. Почему, не понятно, по всей логике на f логичнее ладью. И какое-то еще минимальное, какое-то вот совсем такое ускользающее давление у белых есть, хотя, конечно, я не верю в эти позиции, то, что здесь ничейные тенденции громадные, это очевидно. Но, тем не менее, еще как-то можно было побороться. Но Виши сделал самый естественный ход ладья f d1. И я до сих пор, ну, надо долго разбираться, чтобы понять, почему именно а d1 было точнее. Ладья d6 я сыграл. Ладья d4, a6, ферзь b4. И вот здесь я хороший довольно придумал план, потому что белые все-таки хотят как-то ладья d1 поддавить. И мне кажется, я очень сильно здесь сыграл. Да, потому что при случае-то похуже можно получить. Да, я сыграл h5. Идея была в чем, что на слон h3, ну иначе там как-то у меня поле e6 появляется. Да, ладья d8, да, g3 и вот g5, важный ход. Такой немножко странный от короля, но важно, чтобы успеть g4, конь e6, чтобы пешку d. И после g5, в общем-то, у белых нет ресурсов. Да, ладья d1, довольно форсированно все идет. g4, слон g2, конь e6. Я успеваю вовремя просто d4 пойти. Ладья d2, d4. Ладья должна уйти, да? Ладья d4. Ну да, она куда-то, она на d2, по-моему, пошла, да, ладья? Я не помню. Нет, или на d3, ну не принципиально. Да, на d3, да. ед, ладья d4, какие-то массовые размены. И тут, в общем-то, я уже не помню кто, по-моему, я ничего предложил. Ну, она действительно просто ничейная позиция. То есть я, конечно, на ладья d4 беру конем, конечно, да, ферзей менять не буду, ну и просто ничья какая-то стоит. Ну, то есть такая вот скажем так, ну, не знаю, можно сказать, полупроходная, что ли, партия, да, то есть какая-то минимальная меня точность после предыдущей, видимо, отдыхали. Там же партии шли блоками, первая, вторая, выходной, третья, четвертая, то есть эта партия игралась после третьей, видимо, на следующий день. И как бы все две партии, насколько я помню, две выходной. Ну да, поэтому с другой стороны, она меня обнадежила. Она меня обнадежила отчасти тем, что, во-первых, нужна была передышка после такого поражения в третьей, во-вторых, я понял, что там ничего такого особенного у Виши белыми-то нет, да, никаких там сверхбольших идей там нету, да, то есть, ну, вот такие дебюты я уж как-нибудь справлюсь, да, с такими дебютами, то есть я понял, что черный цвет у меня стоит нормально, проблем-то особых нет, хотя, забегая потом вперед, посмотрим, что не все так просто было, но вот что делать белыми, это, в общем-то, большой вопрос. И, в принципе, мы подходим к самой, пожалуй, драматичной и интересной партии матча, к пятой партии. Вот вопрос в том, Илья, стоит ли нам сегодня это все обсудить, или мы пока... давай пятую партию оставим. Вообще, с пятой партией, Володь, у меня связаны какие-то вот, у тебя связаны много неприятных шахматных ощущений. Она так сложилась, она была, я точно помню, 20 октября 2008 года, там это день рождения моего очень близкого друга. И я в этот день, значит, мы с Аркадием Владимировичем были на этом дне рождения Дворковичем, следили за твоими подвигами, очень драматично, я помню, партия, жутко мы эмоционально переживали. И в этот день я еще утром развелся. Как бы у меня все совпало, я так не напивался, по-моему, никогда в жизни, как 20 октября 2008 года. 21 октября я уже просто не помню, я просто умирал там, да. Поэтому давайте это оставим. У меня тоже очень много было интересных событий, да, вот, связанных с этой партией. Действительно, совершенно сейчас уже, когда думаешь, понимаешь, что какое-то невероятное стечение обстоятельств, просто вот вещи, которые, просто нереально, что они могут произойти, но они почему-то все сложились вот именно так, да, и, конечно, иногда начинаешь уже думать о том, что, раз так сложилось, значит, так и, наверное, должно было быть, значит, какая-то судьба, ничего я сделать с этим не мог, но это история отдельная, да. Скажем, поэтому, может быть, мы... Да, сделаем какой-нибудь вечерний стрим такой, чтобы побольше людей в лайфе посмотрел, потому что дальше начинаются самые такие яркие, драматичные, интересные события матча в Бонне 2008 года. Володя, спасибо, на связи.
Друзья, у нас еще будет, да, один эфир из этого матча. Мы тогда уже в третий эфир вложим как бы все оставшиеся партии, чтобы сильно не растягиваться. Все, Хорошо. спасибо, на связи, всего доброго, Да. до свидания.